Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. По-перше, треба допомагати нашим Збройним силам. Тому скануємо ось цей QR-код, заходимо в опис і бачимо посилання на PayPal і донатимо. Наші Збройні сили потребують допомоги. Сьогодні продовження інформації про музеї авіації. Буде відео, яке я знімав у Мюнхені, в музеї авіації. Там ви побачите, як я разом з доктором Робертом Крюге проходжу його музей. Ви побачите всі експонати, які є в його музеї. Це дуже цікаво. Так що заходьте. А ще з цікавого, ви побачите, як я керував винищувачем в музеї. Це дуже було для мене несподівано, і ви побачите, як це відбувалося. Дивимось. А це авіаційний музей і його директор Роберт Крюге, доктор Роберт Крюге. Він дуже приємно, що запросив мене до себе, і зараз ми будемо дивитися його музей. Только две летающие. Можно по-русски? Так. Здесь две летающие. Это вот эта копия Удет Фламинго. Ага. Это 25-го года прошлого Это столетия. желтый. Вот это, да. Летающие и Клем. Пошли. Маленькие серебряные там. Они летающие, они не в нашем собственности. Ага. Они здесь только стоят, и это чуть трудно, потому что летающие самолеты обычно здесь нельзя, потому что там бензин. Ну, так и- Из-за этого мы хотели бы иметь собственную структуру, чтобы хранить эти летающие самолеты. Так. Ага. Надо еще отметить, что этот аэродром самый старый, еще работающий в Германии. Ага. Он был Более 100 лет назад? более 100 лет назад, 1912 года, Ух ты. до Хорошо. Первой мировой войны. И здесь был отдел королевских летающих команд Баварии. О, супер. Ну, Вот это самые драгоценные вещи у нас. это такое ощущение, что еще да Винчи их строил. Почти, да. Это Блériot 11, настоящий, это не копия. Ага, то есть не реплика, а то, что собрали, который летал. Что не подлинный это ткань. Целая структура дерева, металл, это все оригинально. Ух ты, здорово. Интересно, что двигатель деревянный, потому что основатель нашего музея думал, что надо иметь более объектов, и он показал двигатели отдельно, и самолеты висели от потолка, и из-за этого сделали копию двигателя из дерева. Да. И Wright A Ага. построен в Америке, в Соединенных Штатах, Ух ты. а продан в Германию. Опять, что не подлинный это ткань, а другие вещи. Конструкция вся. Да. Американцы хотели бы иметь вот этого. Интересная, да, так сказать, история богатой авиации. Что только не летало у нас, да. Этот ангар был построен уже во время Первой мировой войны, значит, в 80-85 году. Был построен как ангар для ремонта самолетов. Это самые первые, да, вижу, модельки.
Да, пытались Плане летать. Лилиенталя. Лилиенталь. Это копия, Ага. это не оригинал, а здесь это остатки оригинала, которые находятся, и я могу вам показать. Это оригинальный в плане Лилиенталя. И на мире есть еще 4 других экземпляров. Один в музее Жуковского в Москве, а есть еще в Соединенных Штатах, есть в Англии и в Австрии другие. Понятно. А самый подлинный, хотя выглядит как, ну, как мусор, Ну, самый да. подлинный вот это именно этот, потому что там ткань оригинальная. Да. И Це історія. Історія. это про женщин, первых женщин, которые в Германии. Амелі Хедвік. Шарлотт. Мелі без... Вот этот дом, мы находимся здесь. Так. Вот этот старый ангар, это комендатура, а здесь находится новое здание, которое Новое мы здание будем я видеть. видел. Да, и самое... Ох, сколько было, да. И мы еще найдем бомбы, там, когда... То есть находите сейчас, да? Еще, да. Когда хотят строить что-то, там всегда надо Аккуратно. осторожно. Да. О, да, вижу, есть, да. Дать в Голландию, потому что это был... они украли вот этот самолет во время войны, потому что хотели подарить Göringу, потому что он сам летал на этом типе самолетов. Я понял. А сейчас мы передам обратно в Голландию, потому что это как трофейный самолет во время войны. И мы смотрели на какой это именно какой самолет вот этот. Я Потому что мы знаем тип, а мы не знали какой Номер. номер. Именно так. И это не оригинальный, это все сделано во время войны. А это голландский самолет. Голландский. От Fokker. Я понял. И был даже построен после Первой мировой войны. А это самая та мастерская, где вы восстанавливаете, да? Вот это что тут? Но это модель, это макет, чтобы узнать, как переменять. С одной стороны, переворачивать. Ну, переворачивать, но большой. Да, это просто макет, чтобы... Я понял. А, все, понял. Да. А вот эта копия, этот самолет только что получил регистрацию, там видно D Echo Whiskey Victor Sierra. Это 2 недели назад просто получили, потому что он будет летать после, построили по 20 лет, 25 лет. Он будет летать? Будет летать. Класс. Да. Двухместный двигатель BMW. Угу. BMW. Супер. Так называемый новый ангар. Ага. Построен 92 года, прошлого столетия. А эта часть занимается самолетами между 35 и 55 года. Не именно война, но чуть до войны. Чуть после. Для любой интересно, это копия Heinkel, это немецкий бомбардировщик во время Второй мировой войны, а испанцы сделали лицензию, и он летает с английскими двигателями, не немецкими. Это как Spitfire, самый, Да, вот этот двигатель. Вот это DC-3, это Douglas Dakota. Американский. Лизунов Ли-2 летали в Советском Союзе во время войны. Это была копия вот это американская. И летал в Люфтваффе после войны. Да. Это единственный самолет, который стоит на улице. Потому что трудно хранить.
Из этого, из только вот этот, Да. О, там это все вертолеты, они еще не в позиции, как мы хотим показать, потому что военный будет у военных самолетов. Вот это тоже военный, но и спасательные вертолеты. У маленького есть интересная история о самолете. Название Эксперименталь. Herbert Müller ist MA, Mike Hotel, Herbert Müller Herbert. Идея Экоделта это Eigenbau Doppeldecker Müller Herbert. И называется 22, потому что строили это 22 года. А потом был первый полет, он летал 20 минут, а его жена сказала, это очень опасно, ты будешь не летать опять. И из-за этого времени стоит здесь. понятно. Это он, да? Это он, да. Херберт Умер Мюллер. уже, но построил 22 года. Сам сконструировал. Это его конструкция, все сам сделал. Тоже испанский, но это немецкий Dornier 24. Тоже был спасательный самолет во время войны. Для летчиков, которые падали в море. Волокоптер. Ну, это первые варианты Да, это вот этих самый первый. беспилотников. Это Ну, да, то есть И летал без пилота, и с пилотом. из пилот. Ну это же с пилотом. Ну, Да, там да, кабина. да. Может, И так, и так. Это действующая модель или? больше не будет летать, но летал. А летал на двигатель был или электрика? Это все Электрический, я понял. Это вертикально, Ага. вертикального полета. Як? Ух Не ты. так, это ВАК. Я думал, это у Это нас... немецкие. Они все три самолета. Это истребитель. Да. Никогда летал как истребитель, только прототип. Вот это штурмовик, а транспортный самолет. То есть тут вертикально он сопла здесь Ну, как посередине, Harrier, а здесь поворачивались двигатели. Именно так. А здесь обе варианты. Здесь вертикальный двигатель. 4 здесь, 4 на другом стороне. И еще меняющие сопли. Так, вот это интересный такой, да, вариант. Это были очень Дорогостоящие, дорогие проекты Да. во время холодной войны. Строили только три прототипа. Потом, ну, да. это работало. Это самое главное. Так, о, 21 тонн. 21 тонна. Это американские и немецкие. И они занимались вектором тяги, Ага, поменяющим. да-да-да, вижу. Ну да, то есть... Ага, US Navy, German, Boeing, Vector. Первый прототип Eurofighter. EA-1 и EA-1. Ага, Самый первый. самый первый, вот именно он. Клас. Це перший Єврофайтер. Космическая техника. Эта ракета называется Euro. Euro-ракета. Ух ти. Это был носитель, пропланирован как носитель атомных бомб британских, Blue Streak, но потом употребили как первый ступень для ракеты, космической ракеты. И из этого сделали потом Ариане, программа Ариане. А это Starfighter. Starfighter. Хотите? Не помещусь. Meint, der passt nicht rein.
New tiebreaker. I don't want to be a fighter. No coffee, no stewardess, nothing, no toilet. Різноманітні радари. Це радар Сапфір. Міг-23. Це радар американський. І пушка з М-61 Вулкан. І оцей літак, це тренувальний літак ФРГ. Використовувався побудований в 1954 році. Lockheed Т-33. Так. Міг. Ариана. Ариан. Сиденья, подаренные Дихаелем із Лейпцига. І це такий гарний вигляд зверху. Бачимо все. Літачки, ракета. Вот этот вид я очень люблю, потому что вы видите все самолеты. Да, В эту сторону, да. очень шикарно. Вигляд ці літачки. И Бачу. так не выглядел полтора года назад. Это все по-новому сделали. Ну, да. Это, да, такой квадратик Да. очень красиво сделан. Да. Вот и Это не только планер, это тоже части прототипы, части экспериментальные. Есть другие планеры, которые мы больше не покажем, потому что они страдали, когда От влаги, от света. их надо переделать или Реставрировать. подарить кому-то, не знаю. У вас большие, Большая коллекция. называются, запасники обычно в музее. Мы не все можем показать. Так и летает. Это тоже вертикальный. Ух ты. И вот там, наверное, для... Может там текст, я не знаю. да, да. Это тоже часть этих вертикальных проектов. Да. Есть вот этот тип Фокер Да. уже летал в Первом мировом войне, Да. а в 20-30-х годов голландцы употребили этот самолет как учебный самолет. Ага. Ух ты. Это остатки одного из самых первых самолетов мира, а именно первого самолета, который был построен серийный. Угу. Это остатки планера Лилентала. Как называлось? Не понял? Планер Лалинта. Лилентал. Отто Лилентал. Первый человек, который летал по-настоящему. Ну да, и остатки вот его фюзеляж. Но фюзеляж был сам человек. Ну так. Ага. А это остатки вот крыло. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам! Вас прошу залишати на цьому каналі, тому що буде багато цікавого і обов'язково далі буде. До побачення!